Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Сегодня у нас не совсем типичный выпуск. Мы поговорим о грамматике, но не нужно бояться, не бойтесь, эта тема совсем несложная. Сегодня поговорим про сослагательное наклонение или другое название условное наклонение. Звучит сложно, но вам совсем не обязательно запоминать название. Мы используем это наклонение, когда мы фантазируем, когда мы говорим не о том, что происходит на самом деле, а о том, что могло бы произойти при определенных условиях или о том, чего мы очень хотим. И фантазировать в русском языке очень легко. Вам нужно поставить глагол в прошедшее время и использовать частицу «бы». Например, если бы завтра был выходной, мы бы поехали на дачу. Наше условие– это что завтра выходной. Мгм. Да, в таких предложениях глагол стоит в прошедшем времени, но само действие может относиться и к прошлому, и к будущему. Например, вчера я остался бы дома, если бы знал про дождь. Мы говорим о прошлом. Или завтра я сходил бы в музей, если бы был свободен. Мы говорим о будущем. Мгм. Итак, давай в этом выпуске сегодня продемонстрируем, как выглядят такие предложения, как мы используем эту конструкцию, и попробуем быть креативными, чтобы у наших слушателей был яркий пример, яркий образ того, как это использовать и как это лучше запомнить. Итак, наша задача— это продолжить предложение и объяснить, почему мы так думаем. И перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Разговорный клуб– это отличная возможность побороть языковой барьер, практиковать ваш русский регулярно, хорошо провести время и найти новых друзей. Все детали в описании, присоединяйтесь. Итак, наше первое предложение. Если бы тебе до конца жизни разрешили есть только одно блюдо, это было бы... Если бы мне до конца жизни разрешили есть только одно блюдо, я бы выбрала оливье. Это русский салат, который часто едят в Новый год, но, конечно, можно есть в любое время. И я могу его очень много есть. И мне нравится, что там разные ингредиенты, поэтому, думаю, было бы сытно. И, надеюсь, мне бы не надоело. А что бы ты выбрала? Если бы до конца жизни мне разрешили есть только одно блюдо, я бы выбрала творог. Ам, да. Творог. Творог. Ты не любишь творог? Я люблю творог, но до конца жизни только творог. Не знаю, мне очень нравится творог, и можно делать разные блюда из творога. Элементарно можно добавить, например, фрукты, можно добавить, не знаю, что хочешь на самом деле, шоколад. И это тоже полезное блюдо. То есть я буду следить за фигурой тоже, может быть, не потолстею. Поэтому да, мой выбор это творог. Хорошо. Второй вопрос. Если бы инопланетяне прилетели на Землю и выбрали тебя для переговоров, ты бы сказала им что? Окей. Если бы инопланетяне прилетели на Землю и выбрали меня для переговоров,
я бы сказала им, что я хочу улететь с ними. Потому что мне кажется, что нашу Землю уже не спасти. Я пессимистична в этом. Мне кажется, мы слишком далеко зашли. Человечество слишком далеко зашло. Мгм. Извините за некреативный и пессимистичный ответ, но это мое мнение. Может М. быть, ты будешь креативнее. Итак, если бы инопланетяне прилетели на Землю и выбрали тебя для переговоров, ты бы сказала им. Если бы инопланетяне прилетели и выбрали меня для переговоров, я бы сказала им, что посмотрите, у нас на Земле есть котики, и они такие милые. Как вы можете уничтожить нашу Землю? Это невозможно. А вдруг они бы забрали всех котиков? Ну, хотя бы котики бы спаслись, это тоже хорошо. Мгм. Интересно, что мы сразу думаем о том, что инопланетяне хотят уничтожить нашу Мгм. Землю. Да, Ну, спасибо американским фильмам, я думаю. но переговоры, сразу кажется, серьезная Мгм. ситуация. Да, что есть конфликт. Хорошо, продолжим. Если бы животные умели разговаривать, то самым болтливым оказался бы. М. Если бы животные умели разговаривать, я думаю, что самым болтливым оказался бы золотистый ретривер. Это порода собаки, и на видео они всегда очень энергичные. Если в видео им дают голос, то они всегда очень много говорят, что-то глупое часто. И вот у меня есть ассоциация с болтливостью с ними. Интересно. Мне кажется, самым болтливым оказался бы, ну, если мы говорим о собаке, хаски. Ау. Да, да-да-да. Мгм. Может быть. Но, или попугай, потому что сейчас, у многих попугаев есть желание поболтать, и Мгм. мне кажется, попугай был бы самым болтливым. Мгм. Да, может быть, хороший вариант. Если бы ты могла на один день стать невидимой, то первым делом ты бы сделала что? Мгм. Если бы я могла на один день стать невидимой, я бы погуляла по пляжу голой. В принципе, никто мне не мешает сделать это сейчас тоже Мгм. на специальном пляже, где можно это делать, но мое воспитание не позволяет мне этого делать. Если бы я была невидимой, я бы просто воспользовалась этим шансом и ощутила бы весь ветерок так, так как не ощущала его никогда. И ты? Хорошо. Если бы я на один день стала невидимой, я не знаю, что бы я сделала сейчас, но в детстве, я думаю, я бы осталась на одну ночь, в супермаркете, где никого нет и где можно попробовать все разные сладости и снеки. Было бы весело. Ага, и каким был бы первый продукт, который ты бы попробовала? В детстве я бы выбрала, сникерсы, твиксы, ну, шоколадки, которые не Да, часто покупаешь. да, да, я думаю, каждый ребенок мечтал об этом. Мгм. Не знаю, мечтают ли сейчас дети об этом, мне кажется, нет. Вопрос, да, потому что сейчас очень многое в доступе, и они могут Мгм. легко это получить, купить, поэтому кто знает. Да, сомневаюсь. Итак, если бы тебе разрешили взять с собой на необитаемый остров всего 3 вещи, это были бы. Мгм. Мне кажется, фильмы о, катастрофах и необитаемых островах нас, уже чему-то научили. И если бы мне на необитаемый остров разрешили взять 3 вещи, я бы взяла с собой скотч, топор и спички. Спички для огня,
скотч, чтобы было легче связать, не знаю, ветки, листья для дома, чтобы была крыша над головой. Ну и топор, чтобы защищаться, и также, чтобы эти ветки, листья рубить. А ты? Мгм. Окей. Я взяла бы соль, я взяла бы нож, и я взяла бы активированный уголь. Так. Не очевидно, но М, уголь нужен будет для очистки воды, м. и тоже, если у меня будут проблемы с животом. От экзотических фруктов. Да, возможно, М, знаешь, когда люди голодные, они не очень долго думают, можно есть, эти ягоды или что-то м, еще. Поэтому я думаю, мне бы пригодилось. мгм. Да, почему соль? Не знаю, тоже говорят, что нужно брать соль. Мгм. Я бы взяла соль. Может быть, чтобы, когда ты убьешь какое-то животное, чтобы есть мясо с солью? Я убью животное, я буду есть мясо. Вряд ли такое может быть, но не знаю, просто нужно брать соль. К сожалению, я не смогу, точнее, я бы не смогла погуглить и узнать, зачем мне соль. Надо заранее это сделать. Ладно, я подумаю над твоим вариантом спички или скотч. Мгм. Хорошо. Следующий вопрос. Если бы ты точно знала, что завтра наступит конец света, что бы ты сделала сегодня? Если бы я точно знала, что завтра наступит конец света, я бы, наконец, расслабилась и не тревожилась. Мгм. И, возможно, это был бы мой самый лучший день. Мгм. Когда тебе не нужно ничего планировать, тебе не нужно планировать уроки, видео, скидывать кому-то домашнее задание, организовывать заметки с уроков, тебе не нужно убирать квартиру, идти в магазин, ты просто можешь наконец расслабиться. Мне кажется, ты просто устала. Тебе Есть нужен такое, да. Ага. Тебе нужен не конец света, а хороший выходной. Да, да, хотя бы один выходной, когда никто не будет писать, ничего не спрашивать, и мне не нужно будет открывать ноутбук. Да. Мгм. Ага. А ты, какой твой ответ? Если бы я точно знала, что завтра будет конец света, я бы организовала идеальный день. Я бы провела время с любимыми людьми, я бы поела вкусную еду и вечером посмотрела бы прекрасный закат. И, конечно, в этот момент было бы и грустно, с одной стороны, что это все заканчивается, но с другой стороны, внутри у тебя много приятных чувств и воспоминаний. Да, но на самом деле мне всегда грустно смотреть на закат каждый день. Неважно. Не знаю, это какое-то такое чувство, что еще один день М, прошел. Да, поэтому. Да, есть такое. Если бы твой кот мог оценить твою жизнь по пятибалльной шкале, он бы поставил. Это вопрос специально для меня, да? Да, потому что у меня, к сожалению, нет домашних животных, но у тебя есть котик. Я думаю, что он поставил бы мне 3 балла по пятибалльной шкале. Мгм. Почему так мало? Мне кажется, что для него это, конечно, идеальная жизнь, потому что я всегда рядом. Но если он будет понимать, критерии качества жизни человека, он будет думать, что если бы он понимал критерии жизни человека, он бы подумал, что я все время дома, у меня мало каких-то новых впечатлений. Он бы подумал: "Катя, живи ярче, вот тебе 3 балла". Ну хорошо, что не один. Ладно. Да. Хорошо. Да. Итак, следующий вопрос. Если бы вместо дождя с неба падало что-то другое, что бы ты хотела, чтобы это было? Мгм.
Если бы вместо дождя с неба падало что-то другое, я бы хотела, чтобы это были деньги. Конечно, не монетки, потому что если будут падать монетки, это будет больно. Мгм. Просто купюры. Можно, пожалуйста? Да, Мгм. купюры это хорошо, не больно. И я думаю, жизнь была бы легче для многих. А я иду на прогулку. 10 000 шагов и 10 000 долларов. Вау, Класс? звучит как мечта. Да. М, Хорошо. Сейчас после твоего ответа мой будет звучать очень наивно, но ладно. Давай. Если бы с неба вместо дождя падало что-то другое, я бы хотела, чтобы это было печенье-орешки. Объясню. Вкусно. Да, М. во-первых, конечно, это очень вкусно. Во-вторых, я живу в Албании, и здесь нельзя просто пойти в любую пекарню и купить себе это печенье, а я его очень люблю. И в-третьих, готовить его очень заморочно. Заморочно значит очень устаешь, когда это делаешь. Нужно приготовить тесто и выпечь его, и каждую половинку скрепить. И в итоге ты очень устаешь после того, как весь вечер это делаешь. А тут прямо с Мгм. неба падает. Чудесно. Да, но тогда пусть это падает в упаковке какой-то. Да. Ловишь и ешь. Да, да, как-то надо это продумать, потому что М, если это будет просто падать на землю, к сожалению, будет грязным. И будет Это да. ломаться тоже. Да, да. Нужно Мгм. будем как волк из "Тетриса", Да. ловить с корзиной. Катя, ты палишься, сколько нам лет. Я думаю, это не секрет после выпуска, "Жизнь после 30". Да, изумеры сейчас такие: "Тетрис? М, Что?" м. Окей. Если бы тебе предложили провести месяц в абсолютно темной комнате, где нет даже ни одного окна, за 5 000 000 рублей, ты бы? Если бы мне предложили провести месяц, в абсолютно темной комнате за 5 000 000 рублей, я бы отказалась. Во-первых, потому что, темная комната целый месяц, я думаю, это очень вредно для психического здоровья. И я представляю, как больно было бы выходить на улицу после этого. Для Мгм. глаз, я имею в Мгм. виду. Ну и, конечно, 5 000 000 это маловато. А ты что думаешь? Если бы мне предложили провести месяц в абсолютно темной комнате, я бы тоже отказалась, потому что 5 000 000 рублей слишком мало. Может быть, хотя бы долларов или Мгм. евро. Мгм. Тогда я Мгм. бы подумала, но так я Ну бы да. отказалась. Да, 5 000 000 евро — это уже существенная сумма. На 5 000 000 рублей сейчас, ам, даже однокомнатную квартиру в большом городе не купишь. Не купишь. М. Зачем? М-м. Хорошо. Следующий вопрос. Если бы стены твоей комнаты могли говорить, что они рассказали бы о тебе? Как хорошо, что они не говорят. Если бы стены моей комнаты могли говорить, они бы рассказали о том, что я люблю закидывать ноги на стол, когда сижу за компьютером. Ам, и даже иногда во время уроков я могу это сделать, когда уже совсем у меня болит спина, болят ноги и так далее. Это не очень хорошо для здоровья, но у меня есть такая привычка. Мгм. Ты любишь чувствовать себя как босс, как большой начальник, да? Но на самом деле, да, но я просто очень рада, что у меня есть изолированная комната, никто не видит, и я могу делать, что я хочу. Мгм, мгм. Хорошо, интересно.
Если бы мои стены моей комнаты могли говорить, они рассказали бы обо мне то, ужас, что когда я слушаю музыку иногда, я люблю ходить по комнате как модель, потому что музыка такая энергичная, и ты чувствуешь этот бит внутри себя. Класс! А почему это плохо? Это неплохо, это хорошо для женской энергии, нет? Мгм, мгм. Да, чувствовать себя такой властной. Конечно, но если ты работаешь, и ты проводишь много уроков, и много сидишь за компьютером, где тебе еще ходить как модель по подиуму? Да, нужно Не использовать каждый осуждаю. шанс. Конечно, конечно. Хорошо, ну давай последнее на сегодня. Мгм, Если бы тебе пришлось удалить все приложения с телефона, оставив только одно, это было бы? мгм. Если бы мне пришлось удалить все приложения, кроме одного, я бы оставила приложение ИМО или IMO, не знаю, как точно называется. Я использую его для общения с семьей, которая живет в России, так как сейчас в Телеграме и в WhatsApp невозможно позвонить по видео людям из России. Мгм. Никогда не слышала об этом приложении на М, самом деле. Ну, я тоже до Лайфхак. этого. Мгм. Хорошо. И если бы мне пришлось удалить все приложения с телефона, кроме одного, я бы оставила Инстаграм, мой любимый Инстаграм. М, Потому что там все, там и друзья, и какие-то переписки с ними, и обновление жизни людей, которых, я знаю, и юмор, и изучение, и мгм. работа наша А, тоже в Инстаграме. мгм. Ну, или если не Инстаграм, я бы оставила галерею с фотографиями. Ладно. Просто мне нравится пересматривать Мгм. фотографии, ностальгировать по каким-то моментам. И если у меня не будет "Инстаграма", где я могу посмотреть фотографии, мне нужно что-то другое. Правда. Мгм. Ну, наверное, безопаснее все таки оставить галерею. Она не вызывает такой зависимости, как "Инстаграм". Да. Столько времени бы освободилось. Точно. Вопрос недели. А что бы вы делали, если бы были в этих ситуациях? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода и список слов в Quizlet, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.